Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Na'Vi Dota 2. Вчера спириты принесли нам благую весть, победив против Bad Boom, и немножко облегчили нам жизнь, однако мы уже не сомневались в том, что Na'Vi таки проходят на мажор в Арлингтоне, и в принципе уже можно было немножко радоваться и отмечать. Однако сегодня нам предстоит последняя игра против команды OneMove, которая не то чтобы многое решает, однако вы знаете, что побеждать нужно в каждой игре. Итак, сегодня мы посмотрим матч, поболтаем с ребятами, обсудим какие-то, подведем итоги DPC лиги, которая классно для нас прошла, думаю, спорить вы не будете, и поговорим о предстоящем мажоре. Давненько мы не видели Na'Vi на мейджорах, последний раз это было на DreamHack Лейпциг в 2020 году, совершенно, естественно, другим составом, поэтому лично я очень рада, что ребята проходят на мажор, наконец-то мы увидим Na'Vi на североамериканском лане, что очень круто, и надеюсь, мы тоже туда поедем. В общем, без лишних слов, давайте смотреть влог. Remnant to give chase from Noah. They look quite fast. Gale Force wins already. Will secure this kill. First at the farm instead. We found Embers here. Winter's Curse to reset this though. Will could be in trouble himself. A lot of damage and the Batman's dead. Now Indigo for the Zeus. Time Zone in trouble himself. Silenced up. He jumps away and he silences Vitoon in the way. Vitoon, he can't get away. He does use one last blink, but they don't have the axes. Afterlife. Так, ребята отдали первую карту, к сожалению, однако не отчаиваемся и смотрим матч дальше. Мы находимся, кстати, на буткемпе в Киеве, наш пентхаус, который мы неоднократно вам показывали. Очень круто вернуться, соскучилась я по этому классному помещению. В общем, да, смотрим дальше матч, надеемся на позитивное завершение нашего выступления на DPC-лиге. He's not being stunned. Nothing can stop Smiling Knight. The hammer. They got him on the way back. He didn't want to use the chrono. He died instead. Whirlwind saying Pantheon, but I don't think this enchanter is going anywhere. So again, Nage's still up. They have to deal with Sweet and Strong. And the hook shot gets him. Force Step will not see him. One more hit from Batoon will get the kill. Sayush dies with him. This seems to be GG. BKB off, now does, so he ignores off the Solar Guard. Oh, but another hook shot from Solo. In GG will play. Yeah. He left, guys. Well, that's it. There's no more chances. Now the Tiny's in trouble, time-lapsing him back. He's on Rupture, and they kill the first life of Batoon. Oh, great hook shot in. Great cogs. They stick the wolf inside the kennel, but they can't quite kill him. Sweet and Strong will die in his place. Smiling at this time with his buyback will be useless, though. Batoon just wails on him, and it kills him off. Na'Vi are a bit too strong. There's no more buybacks. The GG well played is said by OneMove, and Na'Vi will be forcing those tiebreakers. In addition, beating OneMove 2-1. Well done, Na'Vi. Что только что завершился матч против OneMove, который команда Na'Vi успешно выиграла. И это был заключительный матч DPC лиги. Рядом со мной Вова, наш мидер. Не заключительный еще. Еще будут переигровки. Да, завтра. Да, а можешь рассказать вот буквально актуальную информацию, что за переигровки, с кем получается? Переигровки, ну, сейчас будут решаться, там ВП Main Games будет играть, если ВП выигрывает, то мы будем втроем играть БО1 со Спиритом и ВП за первое, второе, третье место. Ну, это, в общем-то, DPC очки, которые будут потом очень нам понадобятся на квалификациях к инту, верно? Да. Супер. Не на квалификациях, а на том, чтобы попасть на по очкам. Да. Ну, будем тогда надеяться, что и завтра, если они действительно будут, все пройдет хорошо. А пока что, официальные матчи завершились. Да. Очевидно, что DPC-лига была для вас, точнее, успешной. Все очень сильно рады такому результату, что вы, наконец, нашли себя, и вот такой состав крепкий. Расскажи, пожалуйста, вот для тебя лично, как прошли эти 2 месяца, чем ты занимался, где ты находился, из чего состояла твоя жизнь, фактически? Во время DPC ты говоришь? Ну, вот эти последние 2 месяца, когда у нас было последнее интервью, наверное, в апреле, в мае, что у тебя изменилось в жизни? Как сейчас ты живешь? Значит так, я просыпаюсь, прохожу таблички, там у нас есть,
играю в доту, играем кланвары, и я ложусь спать. В целом все, в перерыве между этого я там, занимаюсь какими-то делами, там отдыхаю. Все, это 2 месяца были вот именно в таком формате. Ну, это дало свои плоды, ты в прекрасной индивидуальной Плоды форме. дало, но сейчас чувствую себя очень уставшим, вымотанным прям, потому что 1,5 месяца сидеть здесь и постоянно играть, то есть мы там, у нас были выходные, как бы, но мы никуда не выбирались по понятным причинам, Да. потому что как бы здесь война идет. Мы так стараемся, просто сидим, играем в доту, тренируемся. Да. Я чувствую себя очень уставшим. Я вообще надеялся, что все это закончится уже сегодня, но еще придется поиграть, попотеть еще денек. И вот после этого перерыв будет небольшой, к сожалению, потому что мажоры уже будут чилить 3 недели. Плюс еще квалы на... Да, плюс еще квалы, то есть перерыва вообще у нас почти не будет, но ничего. Что пойдет, и жизнь киберспортсмена. Да, действительно, вот на другие составы МКС, на что же самое, вечно Да, по ланам У меня ездят. даже времени не было, честно говоря, там подстричься сходить, потому что, в разные дни, разное что-то происходит. Да. У меня еще личные проблемы там с квартирой. Я выселяюсь сейчас с квартиры, потому что там арендодатель. Но несмотря на вот кучу такого давления, ты все равно умудряешься выступать в такой отличной форме. На тебя это не давит? Внутри игры, когда ты заходишь там, в доту, ты думаешь об этих проблемах, или наоборот, тебе может отвлекаться, это помогает? Конечно, это помогает отвлекаться. Самое важное — это усталость сейчас, что немножко мешает, потому что я чувствую, что какие-то вещи, которые я делал там, условно, еще 2 недели назад, я сейчас их как будто бы там слоупо, немножко не так делаю, вот. А так в целом, когда заходишь в игру, все по новой, все обновляется, и никакие проблемы не мешают играть. То есть нужно просто отдохнуть немножко от вот этого режима официалок, но все равно продолжать играть в доту. Это помогло бы? Тут, конечно. Да просто перерыв от буткемпа хотя бы, потому что 2 месяца находиться в одном доме постоянно, никуда не выбираясь, это сама понимаешь. Но ты пока будешь здесь, да, так понимаю, раз у тебя проблемы с квартирой, ты пока остаешься на Москве? Не, я уже переезжаю, то есть я этот вопрос почти закрыл, у меня там осталось переезд, всем этим по факту мне завтра уже нужно заниматься, то есть я не знаю, как это будет все происходить, наверное, девушка поможет, все сделает. Давай подведем некие итоги лиги. Какие вот у тебя первые впечатления по ее завершению, все-таки официальная часть, какими бы там словами 3 ты мог бы описать, в общем-то, все, что происходило на этой лиге? Да, все так, как и должно быть, все самые сильные команды. Bad Boom только единственное, что я думал, что они залетят в последний вагон, честно говоря. Они достаточно хорошо играли против Team Spirit вчера игры, но Team Spirit оказались сильнее. А так, в целом, все ожидаемо на самом деле, лично как по мне. То есть ВП, мы, Spirit и Bad Boom, которые почти залетели, все ожидаемо. Какой матч был для тебя лично самый поучительный и полезный с точки зрения игры? Team Spirit, конечно, который мы проиграли. Мы там вели 9 тысяч на 15 минуте, но позволили им просто... мы сами подарили им игру. После этого мы как-то осознали, что нам нужно делать. Вообще. Леша говорил, что если бы 2-й раз с ними встретились, то вы бы не повторяли тех же ошибок. Тех же ошибок мы точно не повторим, но никто не говорит про другие ошибки. Завтра узнаем. Завтра будет матч. Да, действительно. Интересно. Впереди мажор. Как ты думаешь, следил ли ты, во-первых, за другими регионами DPC? Как ты думаешь, какие команды могут там выстрелить и показать себя? Я не знаю, Китай будет на этом мажоре или нет. Пока нет информации, да? Да, Тундра очень сильная команда, также ОГ такая же сильная команда. В целом я только за этими командами следил, потому что мы еще КВ с ними играли. За другими регионами. ЕГЭ еще тоже очень хорошо начали играть, мы там КВ против них играли. И сейчас они вроде в лиге идут без поражений. Насколько я знаю, опять же. Восточная Европа себя проявляла на мажорах так себе на предыдущих. Как ты считаешь, на этом будут какие-то изменения? Как ты оцениваешь свои силы Team Spirit? Пока что уровень игры Восточной Европы очень сильно упал. И, опять же, это все из-за ситуации, которая произошла у нас в стране. Я считаю, я вижу, что Европа пока что гораздо сильнее, условно, ОГ, Тундра и так далее. Но, опять же, есть время подготовиться у команд, есть время поиграть в флешки и перестроить свою игру и просто стать играть лучше. То есть есть возможность. Я не знаю по поводу результатов, что говорить. То есть это рандом, опять же. Мажор вообще прошлое выиграла команда с заменой на 5. То есть я пришел, выиграл мажор. То есть и мажор без Китая, это тоже... это всегда... Ты не можешь ничего запретить. Поэтому... Потому что был бы Китай, это вообще другая расстановка сил. Я думаю, Китай бы точно выиграл мажор. Конечно. Сейчас. Как будете готовиться к Арлингтону? Времени действительно немного. Будет ли какой-то дополнительный, не знаю, кэмп? Мы не можем из-за ситуации вообще, которая сейчас происходит, мы даже не можем собраться в 5. И будем готовиться так же, как готовились к этому DPC по факту. Будем сидеть из дома, реплей, квешки, обсуждения, все вот это вот.
То есть, Виза у тебя готова, да. верно? Она у тебя, наверное, и была, да, в принципе, Она у с меня других? была, в Украине дали на очень много лет сразу. В 2015 году еще мне дали ее с первого раза. Да, на 10 лет. У меня тоже такая же виза на 10 лет, поэтому с этим, слава богу, у тебя разобрались. Ждем только Лайса, правильно я Да. понимаю? Ну, у него еще Вот спросим. и потом из-за этого подробнее. тоже у нас... Ну, короче, там много приколов. У нас не очень много дней, скажем так, даже на Столько подготовку. препятствий, что, Да, в принципе, если мы туда поедем, это действительно будет чудо, но я верю в то, что это случится. конечно. Также Малайзия впереди, ESL One. Столько ланов потенциально. Ты уже сказал, что ты немножко устал, или сильно устал, но как ты думаешь, на ланах будет немножко свежее игра, потому что ты-то у нас опытный лановый боец. Да, в любом случае 100% нужно лан играть. Как бы игра на ланах и в онлайне — это совершенно другой уровень игры всегда. Этот мажор я, честно говоря, не беру в расчет, который я прошел. То есть это был как сингапурский мажор, как по мне. То есть там не очень сильный уровень игры был, потому что Китая не было. Это был, ну, короче, это был не совсем прям полноценный лан по итогу. Но в целом лан всегда сильно отличается, и мне всегда было удовольствие на них играть. Малайзия, там же классная такая публика. Представляешь, Да, как там будет? отдохнуть хочется, потом уже можно про это говорить. Сейчас вообще даже сил, честно, нет об этом общаться. Вот это вот все. Не буду тебя мучить. Тогда, Вова, спасибо тебе большое, что уделил время. Я тебе желаю переключиться, отдохнуть и с новыми силами ворваться в бой. А мы, наверное, пойдем помучить еще Влада. Давайте. Все. Всем спасибо, всем пока. Болейте, знаю. Готов? Ну, я не знаю. Сейчас узнаем. А вот и Влад Лайс. Сейчас мы с ним поболтаем о чем? О том, что предстоит нам, и о том, что было в DPC-лиге. Только что закончился матч против OneMove, который мы выиграли. Поздравляю с завершением официальной части DPC, несмотря на то, что завтра еще будут переигровки. С каким настроением подходили к этому матчу, который, в принципе, ничего не решал уже? Да нет, почему решал? Нам первое место хочется, там много DPC очков. Вот сейчас вышли на переигровки, будем, скорее всего, со Spirit и с VP играть переигровку. Почему первую карту отдали? Мне показалось, что, может быть, вы там немножко не были сильно мотивированы на победу, да, из-за того, что, в принципе, мажор уже в кармане. Да не, просто, по драфту немножко ошиблись. Вот. Из-за этого тяжело было по карте двигаться. Тяжелая игра по драфту. Во второй и третьей все было хорошо по драфту, и, соответственно, сыграли лучше, выиграли. Какой еще матч, кроме этого, запомнился тебе больше всего из лиги? Со Spirit, понятно. Там тоже посмотрели много чего для себя, подметили. И, с друзьями-казахами. Привет им. Впереди все-таки мажор. Давай немножко поговорим, во-первых, на какой стадии твоя виза? Расскажи фанатам, потому что это главная интрига сейчас в развитии всех фанатов. Визу поеду 21 числа делать в Польшу. Вот. Дадут, надеюсь. Очень хотелось бы в мажор попасть. Ты говорил, что ты не слишком много путешествовал, но вообще у тебя было такое желание когда-либо в жизни посмотреть мир, попутешествовать? Конечно. Тем более в Америку точно хочется. Да? Да. Конечно, это Техас, не то чтобы это прям самый туристический центр Америки, но все равно, наверное, прикольно будет. Да? А куда бы ты еще хотел? Мне всегда нравились всякие страны типа Дания, там Швеция, Финляндия. Там тоже часто планы. Вот. Надеюсь, туда тоже попаду. Еще ты, возможно, попадешь в Малайзию, да? Квалификации закрытые будут в конце июля как раз. Вот мы разговаривали с Вовой, он сказал, что он действительно сильно устал после этой лиги, и впереди очень насыщенный график. Как ты себя чувствуешь? Да я уже здесь привык, я же здесь дольше, чем ребята. Так что никакой особой усталости нет. Готов дальше играть. Ты остаешься здесь до 21-го, потом едешь в Польшу, будешь после Польши возвращаться обратно сюда? Или уже будешь ждать там ребят? Да, буду сюда возвращаться, и потом вместе, если визу дадут, то вместе уже на мажор отсюда. Как ты считаешь, кто тебе больше всего импонирует из команд, которых ты можешь встретить на мажоре, если все будет действительно хорошо, не хочется сгладить визу твою? Как ты думаешь, кто сейчас самый сильный? Не берем Китай, да, потому что его не будет, возможно. Китай сильный точно, да. С Европы с OG хочу поиграть очень сильно. Интересные КВшки у нас все время с ними.
Ну и Тундру победить хотелось бы. Ну, в принципе, Вова сказал то же самое. Спасибо тебе большое, Влад. Спасибо, что вы нам подарили такие классные результаты. Желаю удачи завтра на КВшках. Мы будем завершать этот влог. Это был первый твой влог для Нави. Кстати, я тебя поздравляю. Давненько у нас вообще, в принципе, не было на канале. Поэтому спасибо, что вы посмотрели. Спасибо, что болеете за ребят. Обязательно поддерживайте их дальше. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. И всем пока.